Приветствую всех! В этом гайде я рассмотрю уязвимость танков для одноместных самолетов и дам советы, как проще охотиться на наземную бронетехнику. Гайд я буду рассматривать от лица москита, но советы постараюсь давать универсальные. Начну со снаряжения. Ракеты в списке противотанковых средств для одноместных самолетов идут в первую очередь, так как наносят наибольший урон на единицу времени. На данный момент на ракеты советую купить еще прибор ночного видения. Он очень полезен, так как позволяет видеть через взрывы, туман, дым, и это полезно даже не для поиска противников, а просто чтобы видеть танк за взрывами ракет. Если его еще не занерфили, то советую его держать первым в списке потенциальных модификаций. Также советую поднять количество ракет в запасе, чтобы меньше терять времени на полеты для пополнения боезапаса. В слот производительности советую покупать апгрейд на вертикальную тягу, для чего она я расскажу немного позже. Также советую купить огнетушители, так как с недавних пор техника имеет свойство догорать, а это поможет вам посадить самолет, если вам удалось сбежать из трудной ситуации. В слот пулемета на данный момент у всех фракций есть противопехотный пулемет, я не знаю как у двух других и надеюсь об этом отпишут в комментах, но у москита пулемет Банши имеет по технике урон больше, чем у стандартной пушки. Но у нее, правда, выше разброс и у нее есть падение боеприпаса. М18 Ротари и его аналоги у других фракций на данный момент имеют очень высокий урон по технике, так что в течение пары недель после этого гайда советую в первую очередь покупать именно эти пушки. На данный момент они настолько могущественны, что можно ради них даже пожертвовать ракетами. Расскажу немного о передвижении во время боя и тому, что новичку будет неплохо знать и попрактиковать перед переходом к основной части. Прежде всего скажу, что танки могут и будут вас сбивать из основной пушки, так что самолет при борьбе с танками должен оставаться подвижным. Самолет при остановке не может сразу сорваться с места, ему нужно несколько секунд для разгона даже при использовании дожигателя. Однако самолет, имея некоторый импульс, гораздо быстрее набирает скорость. Для новичка советую попробовать маневр с раскачиванием, именно тут вам очень пригодится купленный апгрейд на вертикальную тягу. Собственно, название маневра соответствует его внешнему виду. Самолет падает на бок, жмет вертикальную тягу и летит, а когда кончится импульс, повторяет в другую сторону. В этот момент самолету сообщается достаточный импульс, чтобы он не упал, также он летит по инерции, давая время прицелиться в танк. Во время такого движения, если вы заметили момент выстрела, то обычно уклониться от летящего у вас снаряда вовремя нажимая вертикальную тягу или дожигатель не составляет труда. В движущуюся цель попасть сложнее, но такая схема поведения актуальна только на дальних дистанциях. Бой на близких дистанциях, скорее всего, покажется новичку слишком сложным, но на ней советую воевать, описывая в воздухе восьмерку параллельно горизонту, атакуя противника на заходах. Не советую делать заходы длинными, лучше постепенно наносить ущерб и уничтожить противника в 3 или 4 захода. Основная идея боя на близких дистанциях, разумеется, лежит в том, чтобы вы находились либо выше угла подъема турели, либо летали вокруг так быстро, что танк не успевал бы за вами поворачивать турель. Если вы хорошо усвоили урок про бой на далеких дистанциях, то можете попробовать просто кружить вокруг врага на близких дистанциях, но это уже потребует некоторого мастерства. Поиск танков не должен вызывать трудностей, как правило, фронт боя формируют именно танки, так что, скорее всего, они будут на границах зонах вашей фракции. Но, как правило, продвижение танков останавливают либераторы, а либераторы останавливаются в первую очередь зенитками. Так что, как правило, танки и зенитки находятся очень близко друг от друга. Перед атакой танков проведите небольшое наблюдение, особенно присматривайтесь к менее аккуратной авиации вашей фракции, чтобы узнать расположение зениток. Перемещаться во время поиска лучше близко от земли, так вы увеличите сложность обнаружения, и даже если вас обнаружат, у противника будет меньше шансов убить вас из пулемета или зенитки, так как можно быстро скрыться за неровностями. Теперь расскажу о тех ситуациях, в которых танки наиболее уязвимы. Я продвинусь от общих советов к типовым ситуациям. Если вы стреляете плохо, то старайтесь заходить на танк сбоку. Это увеличит шансы на попадание ракет не только с одной половины самолета, но и с другой. Если вы стреляете лучше, то выравнивайте плоскость самолета по длине танка через наклон самолета. Не забывайте, что ракеты летят не прямо и надо делать небольшую поправку. Также, по моим наблюдениям, охотиться на танки довольно просто, когда они только что были куплены. В момент выезда ими почти нельзя управлять, и они становятся легкими мишенями. Отмечу, что если поблизости есть союзные либераторы, то это всегда упрощает борьбу с бронетехникой, так как обычно вся бронетехника сразу переключается на либераторы, что дает вам свободу для маневра. Танки я буду рассматривать в 3 типовых ситуациях. Когда танки одни, когда танков много, но рядом есть союзники, и когда танков много, но рядом нет союзников.
Когда танки одни, то в принципе не важно, если у вас рядом союзники, один танк представляет мало угрозы. Обычно в этих случаях проще всего зайти танку сзади, но новичку скажу, что не преследуйте танк на малой скорости, ожидая, когда ваше оружие перезарядится. Когда вы движетесь за танком, вы становитесь уязвимыми для его основного и вспомогательного оружия, так как ваше положение относительно танка становится статичным. Если вы заходите сзади, то после отстрела обоймы лучше отлетите для нового захода. При уничтожении одиночных танков у самолета наибольшая свобода маневра, и этим лучше пользоваться почаще. Также весьма часто происходит так, что одинокий вражеский танк окружен вашей пехотой. В этом случае даже не надо уклоняться от его пушки, танку будет не до вас, и сосредоточьтесь на скорейшем его уничтожении. Если танков много, но рядом есть союзные войска, то советую держать расстояние. Как ни странно, в большинстве случаев, если у вашей фракции в данной ситуации есть танки, то обе группы повернуты приблизительно в небольшой овал между группами танков. Это связано с особенностями мышления зерга на танках, так как каждый стремится повернуть переднюю броню не к ближайшему противнику, а ко всем в зоне видимости. В итоге часто получается так, что если заходить на танковое сражение с края дружественного зерга, то можно заметить несколько врагов, повернутых к вам боком, что очень удобная мишень, не требующая подлета. В большой толпе старайтесь метить по наиболее поврежденным отступающим противникам. Обычно им достаточно одной ракетной обоймы с избытком. Если танков штуки 3 и больше, а рядом нет ваших союзников, то советую улетать. Хотя если у вас выгодная позиция для атаки или один из танков дымится, то можно попытаться атаковать и их. Но предварительно посмотрите количество пулеметчиков на танках через споттинг. Хотя это скорее совет на будущее. Сейчас маркеры с авиацией немного сломаны. В любом случае это самая сложная ситуация и советую избегать ее. Ситуацию, в которой вражеские танки прижали вашу пехоту к базе, лучше не считать типовой и избегать ее, за исключением тех случаев, когда мимо пролетает союзный либератор. В этом случае целью выбирайте те танки, которые ближе всего к точке возрождения вашей пехоты, чтобы дать ей шанс хотя бы выйти. И отдельно расскажу немного о охоте на Сандереры. На них надо примерно 2,5 обоймы ракет, так что учитывайте, что вам понадобится боезапас побольше. В тех случаях, когда они еще едут, следует обращать внимание на то, сколько в них сидит пехоты. Одинокие 1 на 12 Сандереры являются для авиации бесплатным опытом, и с ними пилот может делать что угодно. В тех случаях, когда в Сандерере есть кто-то помимо водителя, то сохраняйте расстояние. Не обязательно большое, у базовых пулеметов весьма сильный разброс. Сохраняйте то расстояние, с которого вы можете комфортно попасть по Сандереру. Он довольно большая мишень, и в выборе расстояния есть большая свобода. В тех случаях, когда Сандерер уже задеплоился, сохраняйте максимально возможное расстояние для атаки, за исключением тех случаев, когда у вас прокачан композит армор хотя бы уровня до 3-го. Заходами лучше не воевать, так как за время вашего захода Сандерер могут попросту починить. Если вы стреляете ракетами, то старайтесь атаковать заднюю область Сандерера, чтобы пехота не могла переодеться в костюм Макса с зенитками. В заключение хотелось бы сказать, что авиация не является прямым противодействием танкам. В ситуациях, когда танков штук 30 и больше, даже либераторы бесполезны, так как их попросту быстро сбивают. Если вам хочется просто, чтобы танки под вами исчезли, то советую заняться воздушной поддержкой либераторов. Либераторам сами танки не очень страшны, так как они летают высоко и далеко, а вот вражеский самолет, как правило, заставляет их уйти с поля боя. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, если желаете видеть подобные видео в будущем.